Тачку свою помнишь? Мазду? Не-не-не, при нее забудь нахуй. Так, очередной проект у нас. Не знаю, долго ходить вокруг да около не будем. Мы в гараже, потому что холодно. Тигран замерзает. Я еще больше замерзаю. Поэтому будем сегодня в гараже. Может, только выгоним послушать. Выгоним послушать? Или двери просто откроем, да? Ворота откроем. Поедем. Короче, тачка крутая. Mazda новенькая. 3 месяца машине. Очень приятная. Внутри. Ну, на предыдущие Mazda уже не похоже, гораздо приятнее отделка, комфортнее, качественней. Есть, конечно, что затроллить, но не буду. Обшивка у нас получилась вот такая, делал Женя Чубарь. Это, наверное, одна из лучших его работ. Здесь еще будет закрыто все сеткой. Это же акустической тканью или он сетки будет изготавливаться? Сетки будут изготавливаться. Да, он уже сделал, только ничего надо довести. Здесь у нас Т-34 Альфард, недавно был обзор у нас по ним, очень кайфовые пищалки. 2 эминатора 1508 и 410 18 Sound Италия. Вот так вот у нас аккуратно получилось. Салон сам я вам сейчас покажу, очень приятный. Очень комфортно сидеть, ну и то, что машина новая, это, конечно, дает знать. Здесь кнопку, вот зачем-то они очень высоко сделали. На BMW вот здесь, на Audi. Вот здесь, ну не знаю, на какой, на А5, по крайней мере, я видел. На Audi очень удобно. Здесь надо вообще вот почему-то сверху аж нажимать. Она не прямо, нет. Вот. Она у меня не заводится. Ключа нету, Тигран, все пропало. Ключ вот такой. Так, сейчас она заведется. Красиво, приятно, но ничего особенного. Ну это Mazda. Это не Mercedes, не BMW. Но уже близко очень к немцам. Вот кайфовая штука. А как она работает, Тигран? Я что-то вообще не пойму. А, ее можно закрыть или нет? Я не знаю, там Давай я закрою. Может отломается, да? Давай не будем на этой машине экспериментировать. Да может кнопкой где-то закрывается? Может она где-то кнопкой закрывается? Конечно, там, скорее всего, в компьютере будет настройка. А я когда завел, может она выехала или нет? А, ну да, вот смотри, оп. Ой, блядь, колхозники, не знали, что вот так. Ну ладно, машина новая, сделайте нам на это скидку. Я правда не знал, а если заводишь, она выезжает. Вообще. Вот это прогресс, это в Мазде. Это не... Только в BMW уже это не очень давно было, на стекло выводился проектор. Ну да, ну тут вот как-то они хитро это сделали. Оно светит, получается, в это стекло. Это просто тупо отражение того, что там нарисовано, да? Да. Это зеркало, да, которое показывает то, что там стоит. Ладно, поколхозили немножко. Нас любят за это троллить, типа, да это уже в Маздах 1964 года делают. Но мы, когда узнаем что-то новое, мы не стесняемся удивляться. Кнопок на руле просто пиздец сколько. Вот есть все, лево-право, вверх-вниз, инфо, телефон, позвонить, управление голосовое, здесь круиз-контроль, куча кнопок. Очень красивый руль, мне нравится, очень приятный. Магнитофон. Магнитофон вот таким образом сделали. Панелька. Ну, это не как вот у меня в Бэхе, да, только панелька. Здесь магнитофон целиком сюда поместился. Магнитофон у нас 88 RS2. Приятный очень мафон. Один из лучших, можно сказать. Ну, мне Альпы больше нравятся, вот этих поколений, этого класса. Но это тоже совсем неплохое устройство. Тем более его можно твикать. Леша у нас есть такой в Ростове, паяльник его называют. Он очень производит улучшение хорошее этого магнитофона. Можно участвовать на соревнованиях после этого. Гораздо лучше качество звука после таких тюнингов.
по салону у нас в принципе все, больше изменений нет. В обшивках динамики, которые будут закрыты потом аккуратненько, и магнитофон. Если мы посмотрим назад, там у нас космос. У нас стоит Ground Zero, 4-канальник, и из этих 4 каналов используется только 2, он стоит на пищалке. И M1500 Magnum, который будет усиливать сигнал для сабвуфера. Сабвуфер у нас JL Audio 13W7, или это 12? W7. А какой, 13 или 12? 12? 13, 8. Ну, совсем меня уже с ума свели. 13-шка. Недавно тоже показывали пацаны. С Таганрога приезжали с 2 такими. Крутое устройство. Вот так вот он разбирается. Спрашивали в комментариях, для чего это сделано. Это сделано для увеличения площади. То есть у нас получается монтажное отверстие под губой находится, под подвесом. Вот здесь. И это дало возможность губу закончить не здесь, а вынести дальше. То есть у нас толще губа и больше площадь диффузора. То есть вот эта 13-шка, она по площади практически как 15-шка. Или как 15-шка, я не помню. Ну, короче, это больше, чем 12-й, гораздо. Короче, это защита от дураков даже, я так скажу, чтобы не проткнули сам. Как Мне это? кажется, Да какая-то защита. да и, ну... Дураки не покупают этот САП, Тигран, Да? ты чё? А. Это только круто. Не, ну могут умудриться, знаешь, промазать шуруповертом и тут проткнуть. Да промазать все могут умудриться. И короб делал кто, Артем? Артем? Артем, кто делал короб? А кто Артем? Кто делал короб? Артем сейчас в Питере зажигает. Короб у нас вот много литров, нормальное сечение. Я ни хера в этом не понимаю. Сами потом пишите в комментариях, что за короб. Так, более подробно давайте по усилкам. Усилки у нас гидроген серия Ground Zero, 4-канальник. Очень хороший, очень мне нравится звучание и мощность, и надежный, хоть и Китай. Здесь у нас все в стиле Тиграна, очень красиво сделано. В стиле Loud Sound, Тигран. Это Loud Sound стиль или это Тигран стиль? У меня так никогда не было. И, блядь, до сих пор нету. Когда мы нормально сделаем уже? У меня всегда. Я просто объясню, меня спрашивают, что там бэха, когда обзор, когда закончишь. У меня, знаете, на каком этапе заканчивается инсталляция? На этапе, о, все заиграло, ну все, я потом заеду, доделаем, Тигран или Дима. И все, я вот, как вот пищалки прикинул, говорю, мне надо съездить, послушать пищалки. Пока сними, у тебя есть работа, а потом дошпаклюешь, там доделаешь, покрасим. Вот я уже сколько, месяц катаюсь, и, наверное, еще 2 так буду кататься, пока мы доделаем пищалки. Вот, у Тиграна подход другой, конечно, к клиентам. Он их не отпускает, пока не доделает. Я просто VIP-клиент, я могу уехать с говноинсталляцией. А здесь у нас фиолетовенький Драгстер. Очень гламурный. Плохо видно, но мы сейчас подсветим. Это DAF 175-4. Тоже очень мощный 4-канальник. Очень красивый. Ну это спорно. Да, Тигран на Инстаграм. Читайте, он сегодня повыкладывал уже весь этот инсталл, даже до обзора. Заделка у нас также неплохая. Все очень аккуратно и красиво. Межблочники у нас. Это что, Стингер, да? Нет. А что это? Это Y Стингер, а межблочники Pride. Межблочники Pride опять. Тиграну понравились межблочники Pride. В последнее время что-то он ими начал работать. Так странно, фона нет от них. Фон есть всегда просто. У кого-то лучше слух, а у кого-то хуже. А я шучу. Тут также все красивенько заделано, аккуратно уложено. Ну не совсем аккуратно, Тигран. Можно и лучше было сделать. Когда он волнами идет, торчит. Что тут говорить. Можно и лучше делать. И делают гораздо лучше. Но у нас что, у нас главное результат. А результат у нас очень и очень не кислый получился. Она играет громко, что пиздец. Прям вот сейчас в гараже включали, чуть не охуели. А что, думаешь, отъезжать будем? Может, просто я выйду на улицу? Это твои проблемы. Вот, ну салон вот правда радует. Начали делать такие комфортные салоны. Потому что вот японцы какие-то, да, они все, конечно, надежно и практично, и все круто, и экономично, и запчасти дешевые. Но вот эти вот салоны их пластмассовые,
Вот это Infiniti, садишься в машину за 1,5 миллиона. Ну как за 1,5? В бэушную садишься за 1,5 миллиона, а там Альмера, блядь. Да, Финик FX37. Крутая тачка, я хотел взять, когда BMW покупал. Недорого, продавали пацаны. В салоне посмотрел, хорошая, я не сейчас начнется там, ебать, ты, ну мне правда не нравится. Садишься внутрь, там нету вот этого вот шика, комфорта, дороговизны. А вот эта тачка уже садишься, уже приятно сесть, как бы, ну, очень круто. И сама машина выглядит достаточно круто. У нас какой-то такой комбинированный обзор, да, получился? И музыки, и машины. Нам говорят же, снимайте обзоры автомобилей. Вот мы совмещаем. И номер красивый. Ну при всем, тачка. Теперь еще и музыка будет нормально. Ты что, проткнул диффузор? А? Нет? А то только что говорил. Это кто-то делал. Бэушная семерка. Сейчас мы его загрузим. Ну фронт уже работает. И уже работает приятно. Давайте я сейчас попробую включить. Сейчас мы прикинем микрофон. Наш любимый, который дает нам в последнее время возможность хоть как-то на видео передать, как играют аудиосистемы. Вот очень понравилось людям. Я, правда, его уже разъебал. Извините. Вот. Блин, Тигран, давай починим. Да. Ну, у меня просто эта вот сетка слезла. Он недавно упал, и вот случилась такая вот неприятность. Да. Ну, и Тигран все починит, да? На герметик это посадит. Сейчас вот так. И будет все нормально. А зачем изолентой? А можно и вообще без ничего вот так вот снимать нормально. Видите, тут их два, и они еще на подвесе. Зачем, я не знаю. Ну, чтобы не было вибрации. Крутые микрофоны. Да я показывал видео с таганрожцами, да, они прям разбирали. Ну, собери. Вот кольцо прижимное, а потом сверху вот эта штука. Ничего сложного. Все достаточно просто. Его бы протереть, только он как-то печально выглядит. Грязный, да? Очень грязный. Да. Ну, сейчас это все сделаем. Так, ну давайте сейчас прицепим микрофон, я вам включу изнутри, примерно послушаем, как играет. Ни хрена через микрофон сегодня не получится послушать, батарейка у нас села, поэтому послушаем, как послушаем. Не получится супер громко записать, но издалека, либо не очень громко включать будем. Вот такая вот печаль, кроны нет, и ехать за ней сейчас по пробкам не вариант. Так, ну еще пару слов вот об этой вот херне. Вот автопроизводители, конечно. О, поставил, снять мы не сможем, пока не заведем. Ручник, вот забрали у пацанов ручник. Как может пацан нормально в машине без ручника ездить? Я вот охуеваю в BMW, иногда так хочется заложить, а вот с этой херней ты ничего не можешь сделать. Машина получается у вас как кастрированная. Вот, если нас кто-то из автопроизводителей слышит, то верните хотя бы или добавьте механически к этому. Ну вот это вот дерьмо, это что, ручник что ли? Что делать вот с этой херней, когда у тебя машина, ты пацан и хочешь ждать угла? И ничего ты не сделаешь, если у тебя привод еще и передний. Это вообще банан. Слышь, а на переднем вообще же засада, да? Я на бэхе хоть могу газу дать. А Mazda ж на передней, да, привод? Это вообще все. Вот вы в эту машину сели, и у вас, ну, из интересного остается только, получается, музыка. Дрифтануть вы не сможете. Ну, видите, вот так заботятся о безопасности. В Топ Гире, кстати, была такая передача какая-то. Они там обсирали эти ручники. Это печаль. Вот, и тут куча управлений аудиосистемой, всякие там навигации, все это уже, наверное, не нужно человеку стоит. А он теперь, ну, это вторым этажом, правильно, у нас музыка штатная работает. Вот у нас телевизор есть, спит у нас BMW тройки. Ну вот, красиво все. И можно слушать музыку эту. А можно теперь подключить AUX и сделать вот так.
сейчас вот музыку почти не слышно. Для зеркала дребезжит, прикинь. Нет, это не зеркало. Это опять это же что-то. Ну как в Бэхе. Что, слышно, Тигран, что? А теперь открываем. Ну вот так. А это надоело, раз и здесь. Бритни Спирс. Или навигацию включаем. Есть навигация. А что это? Ну, компас включил, что ли? Очень нужная вещь. В Мазде компас. Тигран, давай обзор твоей приоры сделаем. А что в ней обозревать? Короче, вон приора. Все, приора новая. Все, обзор сделан. Смотрите другие 1000 обзоров про приоры, мы не будем повторять этого. Кто не делал обзор на приору еще? По-моему, все делали, да, обзор на приору? Не, ну на новую не делали. А вот обзор на BMW, на колесах, на которых ее купили. Это вообще. Вот, пожалуйста. Видите, как портит внешний вид заводские диски. Ну, давайте начинаем. А до хрена ты закрыл? Ты что, правда обзор хочешь, что ли, снять про приору? Не открывается. Это новая просто приора. Уже не Нет, модно. просто рядом ключи. Уже модно сейчас на Весту делать обзор. Веста? Да, Веста. Ты слышал за Весту? Тут сиденье, огонь, вообще боковая поддержка супер развитая. Тут, короче, если нормально заложить, можно вылететь. Приора это, конечно, боль. Извините, владельцы приор. Но тут вот боковая поддержка отсутствует. Пластик наидорожайший. Не, смотри, рояльный лак. Рояльный лак. И прямо рояли разбирают на автовазе и собирают. Руль без слез смотреть невозможно. Дизайнеру оторвать руки нахуй надо. И пришить к жопе, BMW. Если они не оттуда еще растут. Какого BMW? Это на BMW похож. Короче, ладно. Тут вот это мне напоминает детские эти, знаете, детские машинки, там спидометры. Вот примерно так же. В смысле, сцепление, да. Смотри, сзади BMW стоит. Приора. Ручник хоть есть, зато нормально. Вот только из-за этого она мне даже больше Мазды уже нравится. А ну-ка, смотрите. Обкатку прошла? Вот теперь прошла. Огонь. Приора огонь. А я с первых дней вот так выехал с автосалона. Приборка ни хера непонятно какая скорость. Вот вообще они настолько маленькие, тут не видно вообще сколько вы едете. Да ты яркость сделай еще... нормально. Да при чем тут яркость? Маленькие цифры, вон меньше пальца. Не видно ни хрена. Вот так просто издалека ты сидишь, вообще непонятно, что за скорость. Так просто вверху стрелка или справа. Ты слепой, что ли? Если стрелка справа, значит быстро едешь. Если вверху, то нормально. Если слева, то овощ ты. Ну, вот, зато есть борт-компьютер. А навигации нету? Нет. А была у тебя, да, была, в прошлой? была. Короче, тут тоже рояльный лак. Здесь рояльный лак, а тут фортепианный лак. Вот, саунд есть, наклейка, отлично. Прям в автосалоне наклеили. Ох, ни хрена себе. Ни хрена. А как сделать тише? Вот, это слишком громко. Я ненавижу громкую музыку. А что она? Она тухнет, когда делаешь что-то, она тухнет.
и очень тормозная. Вот я сейчас выкрутил до конца. Сейчас выкрутил опять до конца. Зато знаешь, что Очень очень тупик. быстро работает, смотри. Ты говорил там бегунок этот гром, скажи трек. Ты что, перематывай. тачскрин, что ли? Ну, посыпал. Ни хрена себе, они нажрались, что ли, на автовазе? Так, Когда- она еще посмотри, подожди, где у нас тут кнопка. Так глянь, графика какая красивая, посмотри. Это еще яркость херовая. Вот, Не, смотри, очень опа. красиво. Шрифт красивый, все такое четкое, прям Full HD. Правда, экранчик он меньше ладони, ну, 7 дюймов. в принципе, нормально. Смотри, видео есть, можно. Блин, меня смотреть теперь ненавидеть фотографии. будут, затроллил приору. А что тут можно не затроллить? Тут вот Подогрев сидений, смотри, в 3 положениях. Ребята, ну это же десятка, да? Это десятка, а вот с приборкой другой. Смотри. Подогрев? Подогрев сидений, смотри, 3 положения. Охренеть. Секс, не? Подлокотник есть? А, есть круиз-контроль пока. Подлокотник. Смотри. Круиз-контроль. Ты видите, русская машина? Я им часто пользуюсь. Я ехал вот недавно 195 поставил. Слышь, ну они на уже круиз. почти догоняют японцев 90-х годов. А есть парктроник задний. Да? Да, ну включи. А ну-ка. Я не знаю. Не. кстати. Они показывают, только Нет, пищит. только пиздец. Пищит. Вообще. Короче, огонь. Так, не поеду. А ну-ка, подожди, внешний вид надо теперь. Дизайнерские решения. Здесь были применены самые инновационные. Ну, то есть сбоку это десятка, да? Ну, Десятка. Да. Нет, вот отлично. десятка, не, вот так Вот, десятка. вот. Смотри, подожди. О, вот так десятка. да вот тут так. все десятка. Вот фонари, если не захватывать, это десятка. Отличные колеса. 14-е? Да. 14 колеса, барабанные тормоза. 21 век. 2015 год. Барабаны стоят. Новая тачка, новая. SE это значит дешевка? Special Edition. Или нет? Special Edition. Люкс, да, круче? Да. Не, это есть люкс. Так, тут у нас как обычные галогеновые лампы. Какой нахуй ксенон? Вот. Дизайн. Короче, это наш обзор приоры. Подогрев лобового, датчик Все, света, датчик все уже дождя. делали обзор приоры, но мы сделали свой. Датчики есть всего почти. Не ломается это все? Я, Короче, кстати, всем пользуюсь. Я никогда ништяк. свет еще не включал, он сам включается. Ну, короче, вот новая приора. Ну, лучше, да, Evolution, Тигран? А? Нет. Нет? Лучше Нивы, во. Лучше Нивы. Ну, я думаю, да. Короче, ладно, все, пошли делать. Доделывать обзор. Давайте, начинайте, когда обзор Chevrolet. Еще комментариев 200. И я думаю, Тигран как раз уже закончит его. Зато помытый хоть. Он сюда какой-то грязный стоит. А нет, ошибочка. Это просто освещение такое. Машина грязная. Mazda. Давайте про внешку поговорим. Красиво. Очень красиво сделаны. Злые задние фонари. Очень яркие. Дизайн отличный. Skyactiv Technology. Что бы это ни значило, если честно, я не знаю. Ну, наверное, это какие-то новые достижения Mazda. Тормоза. Ну, маленькие. Игрушечные даже, я бы сказал. Но, в принципе, не такие уж и маленькие. Я думаю, ей этой машине хватает. Хорошие диски. Видно, заводские. Необычный цвет. Передняя оптика тоже очень красивая. Переливается. А какой тут мотор, Тигран, ты не знаешь? Полный, это самое полное. Это самая полная? 2.5. О. Ладно, отвлеклись. Новая тачка, очень красивая. Мне нравится. Внутри уже показывали. Тоже красиво. Что? Да? А как их выключить? Ну-ка, сейчас посмотрим без фонарей, чтобы было видно. О, пищит, что дверь не закрыл, слышишь? Не, а дверь не дозакрыл, она пищит. Вот смотри, если открыл. Нет, теперь похуй. Одноразовая. Ну да, теперь не пищит. Я не знаю, что она пищала.
А если я кнопку нажму, она не закроется сейчас? Непонятно, что она пищала, если честно, я не знаю. Так, ну что, будем музыку слушать на встроенном микрофоне. Сейчас с чувствительностью чуть-чуть поиграемся и я думаю, попробуем более-менее записать, чтобы было примерное понимание, насколько громко играет аудиосистема. Нормально, да? Нормально? Нормально тут будет. Ворота дребезжат. Ну да. Дребезжат. Надо прошумить. А ну закрой, попробуй. Фонарь дрожит. Как? Охренеть! Что это, Тигран? С этим ничего не сделаешь, ты представляешь? Это как у Эдика на Мазде шестерке. Лена, вибрирует, посмотри. Надо подклеивать там чем-то. Да, я попробую, посмотрим, что там. Не, ну тут надо что-то проклеить будет, чтобы так не звенело. Это провал. Происходит. Ну да, крыло ходит нормально. А это не на всю, совсем не на всю еще, Тигран. А обо что дребезжит? Ну вот, по-моему, вот это дерьмо, видишь? Вот. Типа буфер какой-то. Да, вот здесь, внизу. Короче, Тигран сейчас все починит, потому что он умеет. Никогда нельзя так. Запустил систему и все нормально. Какая-нибудь херня постоянно происходит. Шумки кусок приклеить, да и все. Что ты сделал, что ли? Не, скотчем так залепить надо. И все. Давай, да, вот так все залепим, вот так просто. Наклейками Loud Sound. Да, что-то с котом происходит. From the one in the sea, man, twin with a bunch of from the one in the sea, all white bricks. Сейчас я запишу. Fire is my heart, brighter hundreds kerosene. The atmosphere glitters, my lessons gained.
Слышь, пиздец, как громко она играет. А тут тоже вообще так громко очень. Ну тут хоть слышно друг друга. Не, ну да. Это чувствительность я пониженную поставил, может запишется. Сисап нормально попал. Джелька неплохо. Соседи обругают, походу. Давай выключим. Короче, хватит. Да, потому что есть риск получить пизды. Да? Так, подводя итог, у нас получился достаточно громкий и качественный проект. Басуха попала очень хорошо. В салоне, конечно, не так громко, там перегородка, вот эта Тиграна любимая, он закрывает выход в багажник. А ну-ка иди сюда. Закрывает, и бас не так, конечно, валит в салоне, но играет приятно, вот именно так, без фанатизма. И негра более-менее давит. Фронт вообще супер получился. То есть, она тебя сожрет сейчас. Фронт получился очень сбалансированный, вот то, что надо. Т-34, эта пищалка отлично играет. Серединка, вот то, что доктор прописал, чуть-чуть убавлена громкость, уже 410 перекрикивает любой мидбас и даже два мидбаса. Вот два эминатора 1508 отлично воспроизводят низ, они у нас сверху срезаны, а добавляется середина, чуть-чуть убрана громкость по ней, снизу она подрезана на усилке на слух, не знаю на сколько, на 300, на 250. А пищалка порезана у нас на 8. Запас по громкости у системы еще процентов 30. То есть, ну там начинается, конечно, каша. Многие любят слушать, но если хозяин вот захочет там кому-то доказать, что у него очень громкий фронт, там есть куда крутить. По поводу трека я объяснить хочу, вот это по поводу авторских прав, там то, что пишут, почему вы там одни и те же песни крутите, а кто-то пишет, отключайте монетизацию, там наши деньги начинают читать. Я в принципе не против, там иногда, когда музыка попадает хорошая, не хочется вырезать, я выкладываю видео, ни хрена с него не зарабатываю. Но есть еще другой тип авторских прав, они вообще запрещают использование таких треков, такое видео выложить нельзя. Вы видели уже такие видео, вы начинаете писать, что у меня оно не воспроизводится. Его блокируют в некоторых странах, и поэтому, вот, чтобы от этого застраховаться, мы используем треки, которые авторским правом заведомо не защищены. У нас их немного качественных, хороших, чтобы приятно было послушать, поэтому иногда включаем вот, ну, ассортимент небольшой. Так бы, конечно, вы слушали огромное количество треков, и тяжелый металл, и клубняк, и рэп, и там шансон, можно все что угодно включать, это будет круто звучать, и выбор был бы огромный. Но боюсь, тогда видео мы не сможем выкладывать, они будут блокироваться в некоторых странах, включая Россию. Да дорогая машина очень. Короче, 2,5 литра, две сзади стоят выхлопные трубы, все очень круто, все очень красиво, но без ручника. У него крышка багажника не автоматическая. Вот такая вот мелочь портит впечатление от хорошего автомобиля с претензией на люкс. И крышку багажника нужно поднимать рукой. Могли бы сделать электропривод, я не знаю. Если это максимальная комплектация, то... Это максималка. Да? Ну, короче, в ней есть все, но почему-то вот таких мелочей. Доводчиков в ней нет. Крышка багажника как не открывается. Ну, все равно это D-класс, да, это ж не E получается. Они не дотягиваются до E-класса. Хотя вот внутри уже не как вот в предыдущих Маздах, Toyota, это не Camry предыдущая, и даже не новая. В новой Camry даже внутри попроще, достаточно, гораздо проще. Ну не сказал бы, сзади, допустим, в подлокотнике там всякое управление. Можно спорить, но сюда вот реально садишься, чувствуется люкс, чувствуется дороговизна, кайфовая тачка, теперь у ней кайфовая музыка. Надеюсь, хозяин будет доволен, надеюсь, вы будете довольны. Если вы довольны, вы знаете, что вам делать. Вот, и скоро у нас будет грандиознейший проект, я не буду пока про него говорить, это не Spellworks, это еще один проект, поэтому у нас, возможно, будет реже выходить видео, но спустя какое-то время вы узнаете очень много кайфовых новостей, очень много кайфовых видосов повыходит, поэтому обязательно рассказывайте вашим друзьям, что есть такой канал, сами подписывайтесь, там, предлагайте друзьям подписаться, нам нужны подписчики, потому что нужно бабло, потому что без бабла не будем этой хуйней все заниматься, понятно? Что еще сказать? Тигран, да, Тигран? Тигран молодец, вот он сделал эту тачку, у него есть Инстаграм, он вот выкладывал это уже, ну, и процессы работы, и завершение, поэтому подписывайтесь на его Инстаграм, вот здесь, видите, называется Loud Sound LS почему-то, я не знаю, почему LS? Loud Sound. А почему Loud Sound занят уже. Идиотизм какой-то, ладно.
Конечно, он занят. Теперь в поиске Loud Sound находится не я, а Тигран. Если будете искать Loud Sound в Инстаграме, почему-то Тигран на Инстаграм находится. Поэтому подписывайтесь, чтобы учить. А, и, кстати, все еще в комментариях пишут мне почему-то: Александра, подскажите, пожалуйста, или там Саша так и так. Ну, короче, я Саша. Короче, он Саша. И в лучшем случае Шаварш. А ты Тигран. Шаварш. Слышь, а где кот? Давай фильм ужасов с ним. Подожди, не спугни его. Тун-дун, 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 тун-дун. Она не в Тун-дун, него. тун-дун, тун-дун. Бля, как страшно там, правда, внутри, как в лесу. Прикинь, сейчас нападет кто-то. Загоняй его на меня. Фу, она вся в елке. Ладно. Че, ты че дерешься? Ты че дерешься? Смотри, как страшно, Ле. В фильме ужас. Бля, камеру укусила в натуре, прикинь. Сунь камеру. Она дорогая камера, ты что делаешь? Потом мне придется долго в гараже работать на камере. Ладно, все. Впилась, что ли? Все, короче, хватит эту дурку, надо заканчивать.